Всем привет! Сегодня мы поговорим о самой главной теме, которая волнует абсолютно сейчас всех в Украине без исключения. Выезд мужчин за границу, откроют ли границы, для кого, при каких обстоятельствах. Сейчас я вам расскажу все последние новости и свой взгляд на это. И, пожалуйста, всех, кого эта тема волнует, поставьте лайк. А лучше еще подпишитесь на канал и поставьте колокольчик, потому что я всегда представляю ваши интересы. Поэтому мы должны держаться вместе. Итак, подписчица мне сбросила видео, которое я пропустил, поскольку я не смотрю Фейгина и Арестовича. Это невозможно для меня смотреть и слушать. Поэтому сразу к делу. Включаю вам, можно сказать, официальное заявление Арестовича, которое он сделал от имени президента Зеленского. Только сразу предупреждаю, слуховой аппарат подключайте, потому что там этот шептун шепчет, надо еще постараться услышать. Соблюдаем свои обязательства. Как-то двигается вопрос с возможностью покидания Украины моряками, другими категориями, которые вот продолжают надеяться, что их будут выпускать. Или этот вопрос стоит, он не двигается? Вообще, кого можно, кого нельзя, решать главное. Кабмин его может вооруженными силами. Генерал Залужный. Кабмин его может вопросить. Там сейчас идет дискуссия и переписка по студентам, насколько я знаю, из открытых источников. По студентам. Да, но есть позиция президента, он ее озвучивал. Звучит она так, что до конца войны особых поблажек не ждите, потому что все нам нужны здесь для обороны. Поэтому экономическая оборона, там, военная оборона и так далее. Эта позиция президента, она сформирована. Он определяет политический курс государства. С ним можно соглашаться, не соглашаться, но позиция есть. Я думаю, что все-таки, судя по движениям, будет поблажки для отдельной категории, но верным признаком того является, пусть под залог, 200 тысяч гривен на возможность выехать там, сотрудникам фирмы за рубеж, краткосрочной командировки, с гарантией возвращения и так далее, и так далее. В противном случае деньги уйдут на армию. И эта тенденция будет, но она будет и продолжаться, как мне кажется, но она не будет такой широкой и, как многие ожидают, что просто возьмут это, все моряки выезжать. Или там все аграрии, или все студенты выезжать, или еще кто-то еще. Ну, в общем, такая история себе. У меня сразу первый вопрос. А почему Владимир Александрович, делая ежедневное видеообращение к нам, сам не обратится к нации и не скажет: уважаемые мужчины, я все понимаю, тяжело, неприятно, может не совсем справедливым вам кажется, но вот такая ситуация, прошу вас, отнеситесь с пониманием, останьтесь в стране, ну и что-то в таком духе. Почему Владимир Александрович полностью игнорирует эту тему? Но тут же явно, это явно в офисе президента обсуждалась эта тема, потому что есть общественное давление по выезду мужчин за границу, и Арестович так аккуратненько нам вкладывает в уши это все. В конце концов, попросить мужчин, что останьтесь, нужно защищать родину и в военном смысле, и в экономическом смысле. Нет, ничего. Будь-то бы этой проблемы и не существует. Я не хочу, чтобы от имени государства выступал Арестович. Я его не воспринимаю. И очень многие люди, судя по комментариям и по моей аудитории, тоже не могут это всерьез воспринимать. Он не официальное лицо. Я вам хочу сказать, что я это воспринял бы от Зеленского. Ну в каком плане воспринял бы? Я хотя бы понимал бы, что это есть официальная позиция государства. Это все превратилось в какую-то кинокомедию, честно. Теперь попадается мне на глаза информация о том, что в Киеве на Оболоні кіоскерів опять душат, мафи сносят. Так це не тільки кав'ярня, це кав'ярня і це І що? подушки, чи що там було? Подушки, да, щось було таке. Это вы можете себе представить? Уже людям жрать нечего, уже 100 раз вам эти все истории рассказывал, мне люди продолжают писать. Они сейчас мелких предпринимателей душат в Киеве, это же уже местная власть делает, не центральная, Кличко. Но, кстати, как-то мне случайно совершенно вспомнилось, что Владимир Кличко, брат Виталия, вообще-то кум Шуфрича и Оксаны Марченко. Вот такие вот дела. И как-то все так затихарились с этой информацией. Ну ладно, это я так, к слову, речь не об этом. В общем, война пришла, сейчас нужно бизнесменов в задницу целовать любого уровня, тех, которые хоть что-то в этой стране делают, создают добавочную стоимость и вообще не стоят с протянутой рукой, и вообще-то молча сидят в плане закрытия границ и пытаются заработать на себя, на свою семью кусок хлеба. Не, давайте их задушим. А мне еще присылали видео, как бабушек душат, которые торгуют на улице. Полиция подходит, начинает их щемить. Я к полицейским обращаюсь. Если вам даже дали безмозглые руководители такое указание, ну проедьте мимо, ну кто вас там будет проверять, что вы их там не нащемили? Ну пожаловались, скажи, шуганули она опять, мы уехали, она вернулась. Ну зачем вы этих бабушек трогаете, вам не стыдно? Да, в таких случаях государство сильное. Но когда идет 5000 вот этих зомби московского патриархата, их охраняет полиция, это во всех новостях было.
Это нормально. В воюющей стране, в московский патриархат, где каждый второй, если не 9 из 10 ФСБшник, это тоже оказывается норма. Дальше рассказываю вам лично свой опыт. У меня было дело на днях в правительственном квартале на улице Банковой, но только не офис президента, сразу говорю. И как раз возле офиса Геннадия Викторовича Балашова стоит блокпост. Ну там за мной вышел человек, потому что так они не пускают. Я должен сказать про ребят, которые на блокпостах, нет вопросов, вежливые, культурные, в то же время бдительные, полностью понимающие свою работу. Я пока ждал, наблюдал за их работой, смотрю, они всем терпеливо рассказывают, потому что огромному количеству людей надо туда попасть. Они терпеливо рассказывают, как вам лучше куда проехать, пройти. В общем, молодцы, нет слов. Но я прошел на территорию, все вымерло, ни души. И только лишь кортежи чиновников гоняют. И что меня поразило? Носятся со скоростью, резина пищит на поворотах. Я думал, у него как-то случайно раз случилось так. Нет, на каждом повороте пищит, аж эхо доносится. Сбылась мечта чиновников. Нахрен все люди, граждане с правительственного квартала. Теперь мы тут единственные, кто остались. Мы тут главные. Единственное неповторимое. Корочками машем на блокпостах. Вас всех уже здесь нету. Мы на коне. Все отлично. И границы мы вам не откроем. Арестович упомянул о том, что будет вот это вот Е-відрядження. Ну, я вам скажу так. Я обещал зрителям, я сам лично подам заявку чисто для вас. Попробовать, как это работает. Все это осмотрю. С 1 сентября обещают, в ДИИ это будет доступно. Ну, такой способ выехать, как бы, хочу людям продемонстрировать. Но то, что я сейчас считаю, там 255 невыполнимых условий, как всегда. И вот Шмыгаль так аккуратненько объявил, значит, о том, что моряков будут выпускать за границу. Я вам скажу честно, я не верю, что все будет так просто. Наверняка будут опять какие-то квоты, условия и все что угодно в этом смысле. Поэтому морякам я тоже не рекомендую раньше времени радоваться. Но хочу сказать другое. Если действительно они моряков отпустят, а бизнесменов и другие категории простых зарабичан, до конца концов всех мужчин, то это будет еще более плевок в глаза, чем не отпускать никого. Айтишники-то уже просто очередями бегут из Украины, потому что их же наказали по курсу, когда им нужно было менять ниже рыночного курса по курсу НБУ. Айтишники очень обиделись, насколько я знаю. И еще раз обращаю ваше внимание на слова Арестовича, который как бы является рупором, я уже понимаю, так Зеленского, раз он от его имени выступает. Он сказал, что это личная позиция Владимира Александровича. До конца войны. Дорогие друзья, и Владимир Александрович тоже прекрасно знает, что война в ближайшие годы не закончится. Таких примеров нет вообще в мировой истории. То есть речь о том, что мужчины будут безвылазно сидеть в стране и всем наплевать на их достаток, на их семейную жизнь, в конце концов на их жизнь. Им дал жизнь не Зеленский, не Арестович, а Господь Бог. Они не могут распоряжаться. Вот это уже страшные дела начинаются. И последнее. Значит, вообще по прогнозам Арестовича, вот его прогнозы, там он уже сказал, что 2-3 месяца следующие все подскажут, капитан очевидность, будто бы сами не понимаем. Прогнозы Арестовича это все равно, что слушать с городских сумасшедших с ТикТока, например, таких. Контрнаступление, самое жестокое и активное, будет с 15 сентября. С начала, середины осени. Угу. Вот как раз-таки по всем направлениям, в частности Херсон. Почему так? Сейчас я объясню. Я считаю, что в этом году очень рано придут холода. Мне это четко показали во сне. Поэтому о нем забываем, но я другое хочу сказать, более важное. Мне там пишут, да что ты трогаешь власть, а многие даже публичные люди сейчас рассказывают, не надо критиковать власть. Я хочу сказать, в свете того, что творит сама власть, я лично выбирал Зеленского. Много моих слушателей выбирали Зеленского. Мы как избиратели имеем право президенту задать вопрос, поскольку мы его делегировали представлять там наши интересы. Закрытые границы это не в интересах никого. А таких как Ермак, для меня вообще все понятно. Об этом мы поговорим завтра на стриме. Я прошу всех подключайтесь. Завтра мы будем обсуждать СМИ украинские, как подается информация, зачем, технологии. И я вам покажу, в чем очень серьезная опасность идет. Поэтому всех завтра жду на стриме. И прошу вот этих людей, которые считают, что сейчас надо заткнуться, вы только поощряете на дурацкие поступки власть. Потому что в Америке гражданское общество сильнее государства. И это факт.
А у нас государство сильное только когда нужно идти антиконституционными методами, или бабушек на улице гонять, или тех, кто мафы держат. Вот тогда государство сильное. Во всех остальных случаях вы нам на все сбросите деньгами, понимаете? А мы вас еще за это накажем. И то, что мы вас накажем, мы даже в глаза глядя, или хотя бы через камеру, вам об этом не расскажем. Мы вам пошлем говорящую голову Арестовича, пусть вам это расскажет. Такие дела. Ладно, жду всех на стриме. Комментируйте и подписывайтесь, я вас очень прошу. Спасибо, что досмотрели до конца. Пока.